Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я второй раз за месяц беру раскраску Виктории Дорофеевой «Тайны стихий. Земля и огонь». Решила здесь еще немножко пораскрашивать. И выбрала я для себя вот эту иллюстрацию. Давно ее присмотрела и сегодня собралась раскрасить. Я не знаю, правда, может быть, возьму Брутфунеры, может... Ну, вообще, наверное, я подумала сразу про Derwent Color Soft. У меня есть в моей не очень большой, но все же коллекции Grey Lavender. Пригодится. И сейчас я подумаю, с чем это соединить, потому что, может быть, возьму Брутфунеры еще. Так, я подобрала для себя карандаши, все-таки решила эту иллюстрацию дервентами раскрасить. Я, ну вот, этот самый серо-лавандовый выбрала, потом Royal Purple, дальше голубой, мятный и индиго. Вот. Думаю, что именно они мне потребуются. Но это я для грибов, а для зелени я выберу потом. Потому что я как бы не знаю, буду ли я раскрашивать прям всю зелень карандашами. Здесь она, как бы, мне кажется, довольно схематично изображена. Может быть, я использую сухую пастель, но я пока не решила. Потому что, в принципе, вот где-то ж я раскрашивала. Мне понравилось. Ну, я в прошлом видео показывала. Может быть, сделаю так же. Ну, ладно, это не суть важно сейчас. А, вот. То есть тут тоже на фоне. Может быть, сделаю так. Посмотрим. А почему выбрала именно такие? Ну, мне как-то, знаете, захотелось что-нибудь нестандартненькое, не просто грибы, как вот обычно раскрашивать. Вот, что-то мне захотелось эдакого. Ну, давайте приступим. Я единственное сейчас только, наверное, подточу карандаши. Так, ну, в общем, подточила. С чего бы начать? Ну, давайте начну. Наверное, вообще, я обычно как-то с этого края начинаю, но, наверное, лучше начинать отсюда, потому что, чтоб не размазать, но, в принципе, сейчас хочется взять какой-нибудь такой основательный гриб, где и ножка, и все такое. Единственное, что, я думаю, все-таки, может быть, нет, мне не достает серого. Дополнила я еще вот Drawing, взяла который 5090 Crack Green и Smoky Blue 3810, не знаю, какой сейчас именно взять. Мне хочется вот для ножки, для всего вот этого как-то смешать. Нет, но это все сочетается, как бы все нормально. Просто не хочу, чтобы это было как-то одного цвета. Вот. Поэтому правильно, что я за этот грибочек взялась, чтобы, потому что тут и шляпка, и ножка, а здесь, как видите, не полностью. Вот. Так. Сейчас. Я редко делаю грибы синего цвета, но, не знаю, мне что-то так захотелось. Иногда прикольно. Вот.
Дервенты, конечно, классные. Но единственное, не очень, наверное, люблю грифель толстый вот этот. Хотя, наверное, это и делает их еще экономичными достаточно, что неплохо. Такие они мягкие, вообще своеобразные. Ну вот, когда покупаешь разные карандаши, начинаешь немножко, знаете, уже понимать, что, ну, например, мягкие карандаши, да, то есть вот, например, для меня раньше было, когда я только начинала раскрашивать, для меня, ну, было как понять, я понимала, что есть мягкие, ну, как есть разная жесткость карандаша, там, ну, в целом представляла, что оно есть. Но когда я, допустим, слышала там жесткий карандаш, мне казалось, ну, наверное, вот он жесткий и параллельно для меня бледный, там еще что-то, а мягкий, ну, мягкий и мягкий. А вот когда стала покупать разные карандаши, я поняла, что, конечно же, ну вот, например, да, фикс-прайс, Ашан. Ашановские карандаши более жесткие, фикс-прайсовские более мягкие. Но вместе с этим первые мои карандаши из фикса еще очень давно, когда фикс только появился, они были ужасно жесткие, бледные, вообще никакущие. Вот, и я про них тоже говорю, что они жесткие, но ашановские, они хоть и жестче фиксовских, но они как бы и пигмент хорошо отдают, и вообще именно качественные, просто они не столь, скажем, мягкие. Вот, а, например, ну вот призмы, да, мягкие, там, дервенты, брутфунеры мягкие, но вот все равно, когда ими раскрашиваешь, понимаешь, что они все, у них все равно вот эта мягкость, она разная, не то, что больше или меньше, а вот просто нанесение. Поэтому, конечно, хорошо, когда вот это в итоге, знаете, хотя бы, когда покупаешь какие-то новые карандаши, в целом, если не совсем оправдывают, допустим, ожидания, то, ну, не так обидно. Потому что я читала иногда отзывы, что, ну, допустим, от брутфунеров ждут того, что привыкли видеть от дервентов, например. Ну, мне кажется, что это разные вещи. Как-то так. Вот с этой иллюстрацией мне, в принципе, хочется заморочиться. Не то, чтобы я прям там что-то будет шедевр, но я имею в виду, что вот хочется посидеть, мне прям нравится. А вот с предыдущей иллюстрацией вроде бы она и хорошая, а как-то я попыталась ее побыстрее раскрасить, но в итоге я ее раскрасила не за один день, за два. Но удовольствия я особого не получила. А здесь мне как-то приятненько. Сейчас я еще возьму белый. Вот здесь что-то я переборщила синего. Ну ладно. И, наверное, еще вот здесь. Хороший карандашик такой, прям классный. Так, ну тогда хочу еще какой-нибудь рядышком раскрасить, немного по-другому. А вот я этот использую. Сейчас возьму вот здесь этот. Сделаю более серую ножку.
Добавлю лавандового. Так. А здесь, сейчас, минутку, я хочу сделать вот голубой и взять этот Royal Purple. Вот. Так. Я все-таки, да, вот второй месяц мне хочется, допустим, в одной раскраске по нескольку иллюстраций красить. Но дневные грезы Ханна Карлсон, это я прям в том месяце. Ну, в этот раз я там уже 2 иллюстрации сделала. Может быть, еще сделаю. Хотелось бы, конечно, затронуть и рассветный час, и не только, но с другой стороны, вот и тут хочется пораскрашивать. Ну, как получится. Я так особо не буду расстраиваться, если что-то не затрону в этом месяце. Может быть, я буду что-то еще и за кадром, как и в тот раз делала. А потом в конце месяца покажу, так тоже интересно. Так. Угу. Ну вот. У меня так подобралась коллекция дервентов хорошо. Прям все цвета мне очень нравятся. И они и между собой хорошо сочетаются все. Прям супер. Не знаю, вроде, может быть, где-то пройтись белым или взять блендер. Не, ну я, наверное, еще в конце блендером везде пройдусь или хотя бы салфеткой, потому что мне вроде бы хочется сохранить штрихи, а с другой стороны как-то... Сейчас посмотрим. Ну, плюс-минус так я себе и представляла. Ну, вот с этой частью надо еще тут разобраться. Но наиболее хорошо мне нравится сочетание вот этого и этого карандаша в данном случае. Ну, вот и теперь можно уже так отсюда пойду потихонечку. Я еще планирую снять видео с уборкой. Ну, я думаю, что поскольку я снимаю вперед видео, то я думаю, что видео с уборкой
Сейчас-то я еще не сняла, но на момент выхода этого видео, то уже, скорее всего, выйдет, я так думаю. Мне так кажется. Должно, по крайней мере. Я не знаю, какая будет погода на момент, когда это видео вы будете смотреть, но сегодня у нас вообще чудесная погода. Она такая дождливая, но теплая. Хотя, казалось бы, самый конец октября. И даже были холодные деньки, но сегодня просто чудо. Я еще когда выходила на улицу, я пожалела, что не взяла с собой. Думаю, как всегда. Я еще, естественно, никак не перестроюсь на то, что, ну, вообще-то уже надо перчатки с собой брать, иногда, может быть, шапку. Как всегда, себя выругала. А выхожу, и оказалось так замечательно. Ну, дождик такой мелкий, иногда был посильней. Но да, я, знаете, даже немного прогулялась, в принципе. Но я не планировала сегодня очень длительную прогулку. Но зато с удовольствием. Конечно, такая шляпка небольшая, но все равно надо найти место для мятного оттенка. Здесь самое то. Кстати, здесь маловато. Ну вот, смотрите, какие славненькие грибочки. Ну, я вообще, когда их полностью раскрашу, я посмотрю, может быть, возьму какой-нибудь еще оттенок и немножко где-то разбавлю. Потому что, например, черный, может быть, карандаш, он, конечно, будет. Но я думаю, что на сами шляпки можно будет что-то разбавить. Может быть, желтеньким цветом. Самую, вот прям, самую-самую малость. Но надо подумать. Но это когда уже в общем буду все это смотреть. Когда будет все раскрашено. Ой, вообще такой релакс. Так, а какой? А этот гриб уже, да. Этот гриб у меня будет голубой и этот королевский. Ну и, конечно же, мятный. Вот. Вообще я тут еще приметила иллюстрации. Чтобы пораскрашивать в этом сезоне. Ну, хотя это же и зимняя раскраска, в принципе-то, да. Зимой тоже тут, масса всего для раскрашивания. Не только осень. Вообще какой-то для меня медитация просто. Вот.
Забавные грибочки. Ну, к следующему перейду. Наверное, вот этот я раскрашу точно так же, как этот. Какой же этот классный лавандовый цвет. Так, и чтобы не перепутать ножку, хотя что тут путать? Такая ножка тут едва заметна. Пахнут, конечно, карандаши своеобразно. Вот что мне в них не нравится, это запах. Да, я бы сказала, что... Но он вообще отличается от запаха стандартных карандашей. Стандартный... Ну, я думаю, что здесь скорее не в древесине дело. Наверное, сам грифель. Но вот да, он неприятно пахнет. Ну вот я так, когда держу на расстоянии, нет, конечно, никакого запаха нет. А вот когда вблизи или открываешь вот коробку и прям берешь их, так, то да. А я тут доставала из коробки, где у меня лежат Fix Price, Ашан, вот новенькие карандаши. И там наоборот, знаете, мне так было приятно, потому что там запах вот свежих, новеньких карандашиков, вот этой древесины, такой кайф вообще. Прям я кайфанула. И вообще от того, что вся коробка полная карандашей, вот, и от того, что такой аромат классный. А здесь, да. Но особенно, конечно, это вот в тепле ощущается, даже вот сейчас, когда, понятно, топят, все такое дома, потому что вот у меня еще масляная пастель есть, Пинтель. Ну, многие знают, что она как бы не очень-то пахнет, хотя, в принципе, как мне объясняли, ну, в основном пастель так пахнет, и как бы ничего в этом такого нет. Вот, но как-то, когда очень тепло дома, это особо ощущается, или когда долго коробку не открываешь. Я, в принципе, не часто пользуюсь этой пастелью, хотя у меня вообще нет к ней претензий. Но вот я как вчера вечером открыла, там тоже такой убийственный запах. У меня еще большой набор. Так что впечатлилась. Но масляная пастель, конечно, иногда выручает. Я вот показывала в удивительных животных, когда я раскрашивала, ну, какую-то зверюгу. Потому что если вот, ну, вот я не умею шерстку раскрашивать, я как-то пыталась посмотреть мастер-классы, но мне вот, знаете, когда вот показывают там, начинают, что направление шерсти, грубо говоря, пучок шерсти, а там еще один, короче, я думаю, не, даже не хочу, это будет стресс. Конечно, прикольно, когда умеешь, но я пошла по более простому пути, я взяла масляную пастель, там штрихами, потом растушевать, и получается вполне себе. Прям нормально. А я даже, кто, может быть, не смотрела, я сейчас поставлю на паузу, принесу раскраску. Так, вот эта раскрасочка. Вот я еще перед поездкой в Питер раскрашивала вот это. Вот как раз-таки это масляная пастель. И в
целом очень даже в тему получилось. Не могу сказать, что у меня всегда так удачно получается, потому что как-то я в Юге, по-моему, или в котиках Мурмур-терапия тоже, знаете, весьма удачно раскрасила, а потом где-то не получилось. Ну вот тут так, средненько. Вот. Честно говоря, с удивительными животными тоже как-то хочется прям посидеть, пораскрашивать. Просто у меня, когда я поехала в Питер, у меня был... Ну, я сейчас стараюсь же по порядку раскрашивать. У меня был этот разворот, но я не знаю, почему-то не захотела с ним заморачиваться. И в итоге вот эту раскрасила, я показывала. Вот. Тут такой получился пропуск. Но я это дораскрашиваю, я еще у любимого спрашивала, я говорю, здесь одна птица или несколько? Он говорит, по-моему, одна, просто разные эти ракурсы. И не только он так сказал. Но он мне здесь еще одну иллюстрацию выбрал для раскрашивания. Но я не знаю, тут тоже получается разворот. И в этом месяце буду красить, не в этом, скорее всего, на потом перенесу. Ну, не знаю, короче, ладно. Это, наверное, видео я буду уже потихоньку завершать. Вот. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных осенних раскрашивательных вечеров, потому что сейчас как раз такое наше время для наших всяких увлечений, самое-самое, мне кажется, уютное. Ну и, конечно же, до скорой встречи, всем пока-пока.